Как понимать других людей? Есть два важных момента ключевых. Первый. Я называю эту технику техникой видеосъемки. Это прояснение того, что имеет в виду человек, до того момента, когда вы как будто бы можете это снять на видео. Что я имею в виду? Расскажу на своем примере. Когда-то в начале своей работы онлайн как психолога я очень много обучалась интернет-маркетингу, тому, как развивать свой психологический бизнес и так далее. И все абсолютно маркетологи советовали, как учат все умные американские книги, задавать вопросы своей целевой аудитории, чтобы лучше ее понимать. И вот, проходя одно из обучений, я провела такой опрос по своей базе, я спросила, какая тема вам интересна. У меня тогда был проект связан с отношениями, и, соответственно, как-то я так сформулировала вопрос про то, какие темы вам были бы интересны и так далее. И 80% ответов было следующее. Я хочу понять, как создать гармоничные, счастливые отношения. Ответьте себе, пожалуйста, смогла ли я через этот опрос лучше понять свою целевую аудиторию? Очевидно, что нет. Потому что значит гармоничные счастливые отношения для каждого из 5000 тогда моих подписчиков, я не знала, я не узнала. То есть вот техника видеосъемки здесь не была включена. Я не знаю, что для каждого из этих 5000, для каждой из этих 5000 женщин тогда в голове какая картинка у нее была под словами гармоничные счастливые отношения. То есть гармоничные счастливые отношения это ярлык. И вот знаете, как в компьютере, да, вы нажимаете на ярлык, на иконку, да, и что-то дальше раскрывается. И вот, чтобы понимать человека, нужно понимать не ярлыки, а вот то, что раскрывается под ярлыками. Да? И для этого вы задаете очень простой вопрос. Расскажи, пожалуйста, что для тебя счастливые отношения или что для тебя гармоничные отношения? И вот здесь вы уже начинаете ловить картинки. Да? Кто-то говорит, что для меня это вот когда мы с любимым все время вместе, за ручку ходим, не знаю, 24 часа в сутки и так далее. У кого-то, да, что он там одаривает бриллиантами, Мазерати и прочими какими-то вещами ценными. Но разные это картинки, да. А еще очень важно понимать, какое состояние женщина хочет прожить в этих отношениях и так далее. Да? Поэтому для того, чтобы понимать другого человека, еще раз, да, не нужно за него додумывать, а нужно задавать вопросы. Это очевидные вещи, но очень часто в коммуникации мы забываем об этом. И понимаете, что тот же ярлык, например, счастливые гармоничные отношения, он у вас имеет одни смысловые, да, смыслы и картинки, да, продолжение под ним, а для другого человека это совершенно что-то другое. И 95% проблем в коммуникациях, недопонимания, это то, что мы приписываем свои смыслы, свое содержание ярлыкам другого человека. И наоборот, нам кажется, что если я скажу, я хочу счастливые отношения, меня должны понять. Да? Но нет, у человека свое представление о том, что такое счастливые отношения. Поэтому правила видеосъемки вы спрашиваете до тех пор, пока вы не увидите картинку или как будто бы короткое видео, которое описывает, что человек имеет в виду. И то, что можно снять на камеру. Да, вот как если бы вы могли это снять на камеру, показать другому человеку, и он бы увидел то же самое, что и вы. Вот тогда коммуникация становится очень прозрачнее, и шанс понять другого человека возрастает кратно. Это первый момент. Второй момент – это ваша позиция, с которой вы входите в коммуникацию. Если это позиция, что я и так знаю, что происходит с человеком, и я его спрашиваю просто для того, чтобы он мне рассказал то, что я знаю о нем, да, это тупиковая позиция. Если вы действительно хотите лучше понимать других людей, вы должны входить в коммуникацию с позиции такого, знаете, что другой человек – это терра инкогнита. Земля неизвестная для вас абсолютно. Это как чужая планета. Как будто бы вы прилетаете на Марс. Да, вы все знаете, как на Земле происходит, но там вы ничего не знаете.
И вы можете только наблюдать, спрашивать, наблюдать, еще раз спрашивать, переспрашивать, уточнять, правильно ли вы поняли или нет. И таким образом постепенно познавать этот новый мир, эту terra incognita, неизвестную землю. И Юнг, Карл Густав Юнг в этом смысле говорил про то, что когда к вам приходит клиент, своим ученикам он говорил, да, когда приходит клиент, вы должны все выбросить из головы, что вы знали до этого. Все теоретические вещи, весь свой опыт, вы должны все выбросить и входить в коммуникацию с этим человеком как в абсолютно новый мир. И тогда вы можете быть ему полезны. И тогда у вас появляется шанс понять его, ну или хотя бы приблизиться к пониманию. И мне кажется, это золотое правило коммуникации с любым человеком, особенно с людьми, которых вы считаете близкими, и, ну, например, живете много лет, да, вместе, ваши партнеры в семье. И когда вам кажется, я знаю его как облупленного, вот как только вам так кажется, включайте внутри себя доктора Юнга и говорите, я ничего не знаю. Любой человек, он сильно больше, чем... Да, вы о нем думаете, и чем он о себе думает. И всегда у нас есть какие-то грани, которые раскрываются и удивляют нас, удивляют окружающих. И если действительно у вас есть желание понять другого человека, еще раз вы очень честно для себя отслеживаете позицию, из которой вы входите в коммуникацию. И там где-то позиция про то, что я все про тебя знаю, вы ее меняете на то, что вы... Может, знали про человека, каким он был вчера, но сегодня он вообще другой, а завтра он еще другим будет. Да? И как наша Вселенная постоянно расширяется, так и мы постоянно расширяемся. И вот эта возможность, да, увидеть новое в человеке, это большой дар и для вас, да, потому что вы раскрываете из себя нового через человека, да, и для другого человека, потому что то, что отразилось, та грань нашей личности, которая отразилась в глазах другого человека, она как будто бы становится настоящей, она начинает существовать. И в этом есть большая ценность человеческих отношений.